Эгориан – столица дьяволопоклоннической нации Челиакс. Но это не значит, что здесь нет ничего причудливого. В то время как многие здания, расположенные в новых районах Эгориана, включая несколько храмов Асмодея, увенчаны готическими башнями и железными шипами, строения в старых районах города менее внушительны, с простыми каменными стенами и соломенными крышами. Но самое причудливое место в этих уютных кварталах – знаменитый магазин игрушек под названием «Потрясающий магазин игрушек». У этого заведения, принадлежащего мастеру игрушек Гиторио Галла, есть интересный секрет. Здание было построено на подземном источнике оккультной магии, которая, время от времени, просачивается в подвальную мастерскую и оживляет игрушки Гиторио в виде кукол. Большинство этих куколок уходят в большой мир и живут полноценной жизнью, но некоторые остаются в потрясающем магазине игрушек на постоянное место жительства. Гиторио с радостью делит свой дом с теми, кого считает своими детьми. Взамен куколки поддерживают чистоту в магазине, выполняют мелкие поручения и даже сторожат заведение по ночам. Не так давно коррумпированный банкир и любитель дьявольских штучек барон Фальгримус Врин узнал секрет потрясающего магазина игрушек. Алчный человек захотел заполучить власть в свои руки и, воспользовавшись лазейкой в эгорианских законах о собственности, приобрел права на землю, на которой был построен магазин игрушек. Продемонстрировав полное презрение, Врин лично вручил Гиторио уведомление о выселении, показав производителю игрушек документ на землю в качестве доказательства его законности. Врин и не подозревал, что несколько кукол, вполне лояльных Гиторио, стали свидетелями этого взаимодействия и начали разрабатывать план по возвращению документа, прежде чем потрясающий магазин игрушек будет закрыт навсегда. Большой ящик, в котором пряталось трое игрушек, грубо опускается, толкая их среди упаковочной соломы. Снаружи они слышат напыщенный голос. Этот старый глупый мастер игрушек думает, что сможет смягчить мою решимость кучей подарков. Говорящий злобно смеется. Оставьте этот мусор здесь, и, возможно, то, что находится внутри, будет стоить чего-то, когда потрясающий магазин игрушек будет закрыт. Ой, поставили. Как думаете, они ушли? Марцелло, что теперь? Подожди, сперва я гляну, что все чисто. Марцелло старается все сделать профессионально, все-таки до того, как возродиться игрушкой в потрясающем магазине игрушек. Она была человеком-плутом. Отталкивают не сильно прибитую крышку, она слегка выглядывает и осматривается, но ее грубо толкает снизу ее нетерпеливый товарищ, и плутовка переваливается за край и падает ничком. Да ушли они уже. Время действовать. Милашка – самая старая из живых игрушек, оживших благодаря волшебству потрясающего магазина игрушек. И она взяла на себя роль главного защитника магазина и всех его обитателей. И такая ответственность призывает ее к действиям, иногда с яростью. Милашка, не торопись. Чертенок ожил не только силой магазина, но также рожден желанием маленькой девочки, часто посещавшей их магазин. К сожалению, родители устали, что девочка подолгу крутится вокруг магазина, и ей запретили туда приходить. Чертенок очень пугливый, но очень любит своих друзей, и когда им угрожает опасность, проявляет недюжую мудрость и смелость. Так, тут никого, вылезайте. Первая фаза плана прошла успешно. Они пробрались в поместье барона Фальгримуса Врина так, что он об этом не догадывался. Теперь осталось найти место, где он хранит ценные бумаги, получить документ на землю, на которой стоит магазин игрушек, и сбежать. Выбравшись из ящика, игрушки оглядываются. Перед ними обширный чулан, набитый вещами богачей, гобеленами, считающимися уже немодными, пыльными коробками со столовыми приборами, слегка потрепанными коврами и тому подобным. Груды различных вещей грозят опрокинуться и заблокировать единственную дверь в комнату. Да, ну и бардак тут. Не то, что в нашей лавке. Вы слышали? Снаружи шум. Кажется, у барона вечеринка. Там много гостей и слуг. Тем лучше для нас. Может, они не заметят трех маленьких игрушек. Нужно найти кабинет барона. Документ должен быть там. Что там, что там? Кто-нибудь есть? Постойте. Я слышу посапывание. Очень тонкий голосок, как будто кто-то спит за дверью. Или дремлет.
Он там спит? Ну и отлично. Вырываемся наружу и вырубаем его. Я сделаю все быстро. Наша цель — документ. Нужно действовать тихо. Как бы группа порой не поступила с Гитором, мы не должны уподобляться его. За дверью большая комната. Пара мягких диванов расположилась напротив внушительных окон. Вдоль стен выстроились книжные полки. Возле самой большой из книжных полок стоит стол, окруженный 3 стульями. У восточной стены стоит небольшой письменный стол. Окна закрывают бархатистые занавески, а 3 небольшие хрустальные люстры, каждая из которых явно заколдована, дают теплое освещение. Пара дверей, рамы которых отделаны золотой краской, ведут в остальные части дома. В самой гостиной пока никого нет, но шум вечеринки из глубины дома стал громче. Чисто. Так, это гостиная. Но дальше шумно. Пошли, пока никого нет. Только быстро и тихо. Я игрушка мягкая, радость в руках, но